морфина, we do this. мы вот так должны ее давать. Третью вот так. Четвертую так. This will then give you a curve that goes like this. И вот у вас получится вот такая кривая действия жидкого морфина. Do you follow? Понятно, да? So the dose curve is not smooth. Она вот такая не гладкая, кружевная. If your curve is doing this, вот если вот это ваш обезболивающий эффект, but you need this level а вам нужен вот такой уровень, to control your pain, чтобы контролировать боль. here we have too little. Вот здесь у нас очень мало, Here we have too much. вот здесь у нас очень много. So we get pain, side effects. То есть здесь у нас боль, а здесь побочные эффекты. MST. Теперь МСТ. This produces a much smoother curve. Это гораздо более гладкая, но кривая. This is why we like MST. Поэтому нам с вами так нравится МСТ. You have less problems. Проблем меньше, видите? Make sense? Понятно, да? Syringe driver. Теперь вы пользуетесь сиридж-драйвером, шприцом помпы. Вот такая будет у вас линия, и все. Straight. Просто прямая. If this is too much and this is too little, Если у вас вот там очень мало или очень много, you have control. то здесь тотальный контроль. You have a child who's being sick. У вас ребенок, которого тошнит. How do you give them a medicine if they're being sick? Как вы им даете медикаменты, если их тошнит, их рвет? You put it in a syringe driver, Вы все медикаменты даете через шприц-помпу. and they have that, and it doesn't go anywhere near the gastric tract. И вообще никуда в район эпигастрия или вообще всего этого It doesn't matter about the absorption. Your intramuscular injections that you give, внутримышечные инъекции. Вот такой эффект. you keep getting problems with the pain coming down, and you can potentially have problems with too much of the medicine causing side effects. То есть вы все равно оставляете вот этот риск побочных эффектов, плюс болезненная сама инъекция, резкое прекращение действия. The only medicine you're telling me you have in this country is Ну, по morphine. сути, получается, единственный препарат, который вы пользуетесь в этой стране, это инъекции морфина, да? Morphine injection will go into this. Вот все инъекции через это. Levomipramazine Левомипромизин, will go into this. Сюда. Haloperidol галоперидол, will go into this. тоже через сиридж-драйвер. In the UK, this is set up in the home by a nurse. В Великобритании дома вот это заряжают медсестры. На самом деле дома и мамы заряжают, как мы видели, спокойно. To learn how to use this would Чтобы научиться этим пользоваться. take about an hour to explain. Где-то час объяснять. But it's really easy. Но это на самом деле очень просто. One battery. Одна батарейка. Put the battery in. Всовываем батарейку. Makes a noise. Шумит. Tells you it's working. Значит, работает. Press this one button. Only one button. Нажали одну кнопочку. Все. Take your medication Набираете препарат. and you draw it up. Есть такая книжка, где табличка, тоже можно ее перевести, где
как смешивать препараты, разные препараты в одном шприце и сколько часов могут они действовать. Sorry, I just said that there's a table which we can translate, which tells which drugs can be united together and how long they can stay together. То есть там прям прописано, какие препараты можно смешивать, сколько часов они могут находиться внутри одного шприца и так далее. The back here is a button. You press this вот button. здесь вот есть кнопочка, вы ее нажали, отодвинули на край, соответственно. And it moves. You take the syringe. Берете шприц. This is now set up. Вот все сейчас готово. Here you mark in millimeters. Здесь в миллиметрах вы Not отмечаете. mils, but millimeters. Именно в миллиметрах, да, не миллиграммах. How far this will move. Как далеко вот эта штука уедет. This means you can use a 10 ml syringe or a 20 ml syringe. То есть на самом деле это дает вам свободу использования любого шприца на 10 миллиграмм, на 20. Because it's not based on mils, Потому but что это не на millimeters. миллиграммах, а на миллиметрах. Как сколько миллиметров он должен проехать. You connect this to a tube, Это вы соединяете с to a butterfly. капельницей, но с бабочкой, да, бабочка, не иголка. You use a very fine butterfly Тонюсенькая бабочка, underneath the skin. подкожно. You then So that's where you stick it. leg. Нога или здесь. You then cover the actual butterfly with a clear dressing. И чистую повязку на бабочку. Every 3 days, Каждые 3 дня you have to recite. бабочку на другой бок. If you're dealing with an adult, Если вы со взрослым человеком работаете, you don't have to worry about any pain. про взрослого человека вообще про боль не беспокойтесь, вообще. With children, С детьми, use Emla or Atop cream. ну, Emla. ну да, вот Just которые use с лидокаином сначала помажьте кремом, потом уколите. So we put the Emla on. То есть сначала крем с лидокаином, у нас он в этом, зубной гель, на самом The деле. nurse, by the time she's drawn this up, Пока медсестра вот это все набирает, it is ready to go. там уже сработало все, сейчас можно пользоваться. Okay? And when you first do this, you will be scared. Первый раз, когда вы попробуете, вам будет страшно, да. But it works. It works in the community, it works in the hospice. Это работает дома, это работает в хосписе. It doesn't matter if your patient's being sick. И это никакого значения не имеет, у пациента есть тошнота и рвота или нет. And your control is beautiful. И вы контролируете побочные эффекты. Это потрясающая штука. I've set this up in, what, 2 minutes? Вот сколько у меня заняло там 2 минуты его зарядить. People of your intelligence will have no trouble С following вашими this. мозгами люди никаких проблем с использованием этой штуки иметь не будут. And I brought from the UK the competencies that you need to be able to do this. А? За сутки он проходит вот этот полный круг. А вы можете зарядить по-разному. How long does it take it to? Over 24 hours. За... So we normally, I know that 8 mils on a 10 ml syringe Я знаю, что в 10-миллиметровом шприце 8 is always 48 millimeters. 0,8 это 48 миллиметров. Там есть табличка соответствия, вот он нам привез эту инструкцию, мы тоже ее переведем. So for 90% of cases, То есть для 90% случаев we draw the medicine up mixed with either water or normal saline. туда набирается препарат, смешивается с физраствором, чтобы to- довести до нужного объема. Up to 8 centimeters. До 8 сантиметров, здесь сантиметров, да? Set this for 48, И устанавливается одна фигня на 48 часов. and 24 hours later you go back and change it. Вы- What 24 hours later? you go back. извините, да. Через 24 часа, через сутки вы просто подходите и меняете шприц. Все. There are things you have to understand in terms of how you use this. Да, есть какие-то вещи, нужно понимать, как пользоваться. Because when you first start this, Потому что когда вы первый раз попробуете, you must prime the line.
Prime the line. Prime. You must put the medicine in the pipe Первый all раз the вам, way to the skin. Первый раз вам нужно вот эту вот трубочку капельницы, да, вам нужно прямо до кожи, до тела ее наполнить препаратом. And depending on your line, this will reduce this down. Соответственно, у вас уменьшится здесь количество препарата. So on the first day, Поэтому this will run out not after 24 hours, Поэтому в первый день у вас закончится он не через 24 часа, but after 20 hours. а через 20 часов. Once the line is primed, Но когда у вас уже в трубочке препарат есть, the next 8 mils will go through over 24 следующие hours. 8 миллилитров будут работать 24 часа. If you change the strength of the medicine here, Если вы здесь изменяете дозировку медикамента, you must change the line. то вам надо изменить капельницу. Or else after you've changed it, the first bit of the medicine that И опять же, после того, как вы изменили состав препарата, поменяли капельницу, первый раз он будет работать не 24 часа, а 20. Потому что иначе будет у вас нечеткая картина работы препарата. So no having to give intramuscular subcutaneous injections every 4-6 hours. То есть вместо того, чтобы делать болезненные внутримышечные инъекции каждые 4 или 6 часов, If they need more, you нужно press еще добавить, нужно, да, press это не this хватает. button. Нажимаете вот эту кнопочку. Can you hear it? Слышите, там двигатель It is едет? moving forwards. Двигается вперед. You are giving your patient a boost. Вы даете своему пациенту на прорывы боли дополнительную порцию. But remember, when you boost, you use up the medicine, so it finishes quicker. So the nurse, Поэтому не забывайте, что если вы нажимаете, даете струйно, заканчивается это быстрее. you can leave this with the patient and teach them how to do the boost. Здесь можно оставлять пациенту и их научить контролировать самостоятельно. 2 o'clock in the morning, the patient phones you up, they're in pain. Например, в 2 часа ночи человек вам звонит, You у say, него "Press the боль, button вы ему 10 говорите, times." нажмите кнопочку 10 раз, потому что вы знаете дозировку, The pain goes down. и боль меньшится. Next day you go back, you work out the sums again and you make the На thing stronger. следующий день, на фоне вот этого ночного звонка, вы понимаете, что дозировку надо увеличить, пересчитываете дозу, и через сутки меняете здесь дозировку, меняете трубочку, и вам в 2 часа ночи уже не звонит. Each one of these costs £1,000. Одна такая фигня стоит 50,000 1000 фунтов, то есть где-то около 60 тысяч рублей. It's a good gift to have. Это очень хороший подарок, да, нам подарили And it таких will make a 6, big по-моему. difference to a lot of your patients. И для большинства ваших пациентов это будет невероятная огромная разница. Okay? Они дальше запираются, вот эти штуки, особенно в России это важно, они ставятся в футляр, запираются, можно ограничить доступ пациента к этой кнопочке, можно здесь, вот как в Самаре делают, они их здесь опечатывают, чтобы быть уверенными в списании препаратов и в правильном использовании. Да, то есть, опять же, русская среда. Но я очень давно хотела бы, чтобы мы это попробовали, я надеюсь, что все-таки попробуем.